Представьте себе, марсоход НАСА Perseverance обнаруживает что-то невероятное – следы древней жизни на Марсе. Но это еще не все. Знаете, что самое удивительное? Исследователи наткнулись на доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что внеземные цивилизации когда-то обитали на Красной планете. Как эти находки могут перевернуть наше представление о Вселенной? Давайте разберемся вместе в том, что делает эту историю такой интригующей и захватывающей. Водопады и черные кольца. В 2024 году марсоход НАСА Perseverance зафиксировал вероятные следы древней жизни в марсианских камнях, вызвав у исследователей смесь восторга и сдержанного оптимизма. Скальная формация, похожая на наконечник стрелы, известная под названием «водопад Чаява», демонстрирует химические маркеры и структуры, которые могут свидетельствовать о существовании микроорганизмов миллиарды лет назад, когда Красная планета была гораздо более влажной. В этой скалистой структуре были найдены органические вещества, играющие ключевую роль в биохимии живых организмов, а также прожилки сульфата кальция, что указывает на присутствие воды, некогда проходившей сквозь эту породу. Помимо этого, аппарат обнаружил множество мелких пятнышек диаметром около 0,04 дюйма, каждый из которых окружен темными кольцами, напоминающими узор на шкуре леопарда. Эти кольца содержат железо и фосфат, которые на Земле обычно ассоциируются с окаменевшими остатками микроорганизмов. Эти пятнышки оказались настоящим сюрпризом. На нашей планете такие особенности в горных породах зачастую связывают с окаменелостями древних микробов, подчеркнул Дэвид Фленнери, астробиолог и участник исследовательской команды Perseverance из Технологического университета Квинсленда в Австралии. Водопад Чаява находится на границе древнего русла реки, известной как Долина Неретва, которую, по предположению ученых, формировала вода, стекавшая в кратер Джезеро. Иловые отложения, содержащие органику, вероятно, осели в долине и со временем затвердели, образовав структуру водопада Чаява. Сульфат кальция в камнях. Второе проникновение воды могло привести к образованию прожилок сульфата кальция и черных кольцеобразных структур. Тем не менее, наблюдаемые характеристики породы сами по себе не служат абсолютным подтверждением наличия древней микробной жизни на Марсе. Исследователи стремятся доставить образцы из водопада Чаява на Землю для детального анализа. Программа возврата образцов с Марса сталкивается с рядом трудностей, включая увеличение бюджета до $11 миллиардов. НАСА рассматривает несколько упрощенных вариантов и выделила $1,5 миллиона 7 компаниям для исследования данного вопроса. Порода, именуемая Чаява Falls, обладает химическим составом и структурой, которые могли возникнуть благодаря деятельности древних микроорганизмов. Однако нельзя полностью исключить возможность образования этих особенностей без участия биологических процессов. Мы подвергали этот камень воздействию лазеров и рентгеновского излучения, снимая его практически круглосуточно и со всех возможных ракурсов. Научно говоря, Perseverance сделал все возможное, прокомментировал Кен Фарли, ученый проекта Perseverance. Для окончательной проверки гипотезы требуются дополнительные исследования, но найденные особенности породы уже представляют собой значительный шаг вперед в изучении Марса и поисках следов жизни на этой планете. Ранее нам еще не доводилось наблюдать все эти три признака одновременно на Марсе, отметила Морган Кейбл, специалист из команды Perseverance. Исследование русла реки Неретвы оправдалось, так как мы наткнулись на нечто ранее невиданное, что предоставит нашим ученым обширную базу данных для дальнейших исследований, подчеркнула Никола Фокс, заместитель руководителя отдела научных миссий НАСА. Есть вероятность, что сульфат кальция появился в породе в результате воздействия высоких температур в условиях отсутствия жизни, например, вследствие вулканической активности. Но, несмотря на это, обнаруженные особенности породы уже внесли важный вклад в исследование Марса и поиск признаков жизни на нем. Вода на Марсе – признанный факт. Еще в 1970-х годах на поверхности Марса были замечены русла высохших рек. Подобные образования, напоминающие следы потоков жидкости, встречаются и на Луне, причем некоторые из них можно разглядеть даже в бинокль или небольшой телескоп. Считается, что на Луне текла лава. Что касается Марса,
Сомнения относительно природы этих образований быстро развеялись. Речь шла именно о воде. Об этом свидетельствовал не только характер самих русел, но и многочисленные другие признаки. Например, в местах, где предположительно текла вода, рельеф выглядел растрескавшимся, словно от высыхания. Изначально предполагалось, что периодически на Марсе происходит таяние подземных льдов, и возраст этих русел сравнительно невелик. Теперь же известно, что этим образованием миллиарды лет. Марсоход Perseverance был целенаправленно высажен в районе кратера Джезера, где, как считалось, протекали древние реки. Выбор места осуществлялся с орбиты и дистанционно. Лишь недавно полученные данные подтвердили правильность выбора посадочной площадки. Доказательства собрали непосредственно сам марсоход. В глубинах атмосферы. Атмосфера Марса хоть и крайне разрежена, но она существует, и ее влияние заметно. Ветры постепенно сглаживают рельеф планеты, а песок заносит древние слои почвы. На Марсе нередко возникают сильные пылевые бури, которые можно наблюдать даже с Земли. Еще в XIX веке астрономы заметили, что обычно четко различимые детали поверхности планеты временами исчезают, и стало ясно, что причиной этому являются пылевые шторма. На борту Perseverance установлен георадар. Через каждые 10 метров пути ровер направляет импульсы под поверхность и фиксирует отраженные сигналы. Теперь сомнений нет. Структура грунта свидетельствует о том, что весь этот период марсоход двигался по дну высохшего озера. Все происходило точно так же, как на Земле, радуются планетологи. Великая река несла свои воды, и в зоне исследований находилась ее дельта. Кратер был полностью заполнен водой, затем она отступила, и ветер, а также резкие колебания температуры начали свою разрушительную работу. Эти природные процессы хорошо знакомы геологам и на Земле. Во время своего путешествия ровер регулярно берет пробы грунта. Это означает, что по крайней мере окаменелости, а именно палеонтологический архив древнего Марса, уже находится на борту аппарата. Вот только проблема заключается в том, что сам ровер не способен провести их анализ. Он лишь собирает образцы. За ними должен прилететь другой аппарат и забрать их. Запустить эту миссию планируют не специалисты НАСА, а европейские коллеги. Первоначально запуск планировался на 2026 год, но потом его перенесли на 2028 год. Если не произойдет новых задержек, грунт прибудет на Землю только в 2033 году, и, конечно, многое еще может измениться. Геологическое прошлое. Что же мы действительно знаем о геологической истории Красной планеты? Удивительно, но довольно много. Примерно 4 миллиарда лет назад Марс представлял собой планету возможностей. Жизнь там была некомфортной, но условия вполне подходящими. Постоянные удары метеоритов приводили к формированию озер и гигантских рек. Однако всякий раз после появления водных ресурсов новый метеорит снова менял ландшафт. 3 миллиарда лет назад метеоритная бомбардировка практически прекратилась, но активизировались местные вулканы. Они преобразовали не менее трети поверхности планеты. Извержения сопровождались выбросами парниковых газов, что привело к повышению температуры и увеличению количества воды. В тот период на Марсе наблюдались частые наводнения и потопы. 2 миллиарда лет назад климат Марса изменился. Началось похолодание, появились ледники. Жидкая вода замерзла и скрылась под поверхностью. Несмотря на редкие эпизоды потеплений, Марс остался таким, каким он стал 2 миллиарда лет назад, и остается таковым по сей день. Этот краткий обзор показывает, что Марс действительно старше Земли. Все, что происходило на Марсе, происходило давно, в то время как на Земле аналогичные процессы продолжаются. Однако это прошлое охватывает миллиарды лет. Те есть времени достаточно, чтобы могла развиться даже разумная жизнь. Но почему же поверхность планеты выглядит такой пустынной? Почему мы не видим городов? Недавнее исследование показало, что если наша цивилизация исчезнет, будущим геологам будет сложно найти ее следы в ископаемом слое. Геологические процессы перемешивают и сжимают осадочные слои возрастом в сотни миллионов лет. А спустя миллиарды лет они вовсе уничтожаются. Поэтому обнаружить древние марсианские города будет непросто. Однако хотелось бы хотя бы найти раковины. Это открытие кардинально изменило бы наше представление о жизни, ведь оно доказывало бы существование форм жизни, развившихся независимо от земных. Правда, ждать придется долго. Смотрите далее.
И вы узнаете, какие еще находки обнаружили ученые на Красной планете. Инопланетяне на Марсе. На Марсе найдено предполагаемое место посадки космического корабля. Канаву, оставленную крупным дискообразным объектом, заметил на поверхности Красной планеты виртуальный исследователь, известный под псевдонимом UFOVNI 2012. Он использовал ресурс Google Mars для своих поисков. След действительно необычен. Такие углубления образуются, когда какой-то объект врезается в Землю под определенным углом. Автор открытия считает, что эта канава появилась в результате жесткой посадки летающей тарелки. По его мнению, корабль пришельцев совершил посадку, оставив полукруглый отпечаток на краю следа, но сумел подняться обратно, поэтому самого объекта на месте не осталось. Единственное разумное объяснение состоит в том, что эта канава была создана природным объектом. Маловероятно, что это был астероид или метеорит, поскольку они движутся с большой скоростью и обычно падают вертикально, оставляя ударные кратеры. Зато осколок от одного из спутников Марса мог оставить подобный след. Версия ученых об инопланетном корабле. Недавно ученые из Калифорнийского университета в Беркли, University of California, Berkeley, предсказали, что примерно через 40 миллионов лет Фобос, один из спутников Марса, разрушится под воздействием гравитации планеты. Часть Фобоса распадется на мелкие куски и пыль, которые за месяц образуют кольцо вокруг Марса. Это сделает Красную планету похожей на Сатурн. Руководитель исследования, доктор Бенджамин Блэк, уверяет, что марсианское кольцо просуществует около 100 миллионов лет, после чего его обломки начнут падать на поверхность планеты. Более крупные фрагменты Фобоса будут опускаться медленно, оставляя характерные овальные следы. Доктор Блэк и его коллеги сообщили, что уже видели похожие следы на Марсе. Это может указывать на то, что у Марса когда-то было больше спутников, которые разрушились, образовав кольца и осколки, уже упавшие на планету. Может быть, UFOVNI 2012 действительно обнаружил след от падения одного из таких осколков? Но где же сам осколок? В этом контексте версия с космическим кораблем кажется более правдоподобной. Смотрите далее, и вы узнаете, когда впервые обнаружили жизнь на Марсе. Вы будете шокированы. Как нашли жизнь на Марсе? В середине прошлого столетия американский ученый Гилберт Левин разработал инновационный метод обнаружения вредных микробов в воде, пище и других средах. Его радиоизотопный метод включал добавление небольшого количества радиоактивных соединений в исследуемый материал и наблюдение за реакцией. Если в среде присутствовали бактерии, они начинали поглощать эти соединения и выделять радиоактивный газ, что легко фиксировалось. Специалисты НАСА проявили интерес к этому методу и предложили молодому ученому применить его для проверки Марса на стерильность. Талантливый инженер начал подготовку знаменитых аппаратов «Викинг» для решения задачи века. Первый аппарат, «Вайкинг-1», приземлился на Красной планете 20 июля 1976 года, а за ним последовал «Вайкинг-2», севший 3 сентября того же года. Важно отметить, что аппараты находились в разных местах. Первый — на равнине Хриса в западном полушарии, второй — на равнине Утопия, значительно восточнее и севернее. Оба аппарата выполнили эксперимент доктора Левина. Они поместили на марсианский грунт питательные вещества, помеченные радиоактивным изотопом углерод-14, предназначенные для потенциальных бактерий. Первый «Викинг» разместил пищу на солнечном участке, а второй — в тени, под камнем. Эти манипуляции повторялись несколько раз. Результаты оказались положительными в обоих местах. 4 из 6 первых тестов показали начало метаболических процессов. Спустя примерно 20 лет на Марсе побывал Mars Pathfinder, который подтвердил, что климат на Красной планете когда-то был теплее и влажнее. На Земле, между тем, открыли черных курильщиков. Это гидротермальные источники, вокруг которых микроорганизмы успешно выживали в экстремальных условиях. Левин совместно с другим исследователем Барри Ди Грегорио опубликовал книгу «Марс. Живая планета». Ученые утверждали, что все возможные химические объяснения убедительны, однако научное сообщество встретило эти выводы с недоверием. Удивительные находки в 21 веке. В 2004 году на Марс прибыл марсоход Opportunity, который передал на Землю такое фото. В средствах массовой информации эти шарики сравнивали с дождевыми грибами, но в НАСА предпочли аналогию с ягодами.
конкретно с черникой. Впрочем, подчеркнули, что это сделано исключительно для ассоциативного удобства, поскольку на самом деле, как утверждало космическое агентство, эти объекты состоят из минерала под названием гематит или красный железняк, который является разновидностью железной руды. Наиболее интересные находки сделал марсоход Curiosity, запущенный на Красную планету в 2016 году. Что это было? Может, тоже гематит? Или у марсохода открутился винт? Также стоит вспомнить о марсианских образованиях, сильно напоминающих земные строматолиты. Необычные структуры, создаваемые цианобактериями. Полету викингов в 2026 году исполнится 50 лет. На Земле жизнь течет своим чередом. Обычные люди с интересом, а порой и с ужасом разглядывают грибы и винты, а хорошо осведомленные скептики продолжают свою деятельность, несмотря на новые исследования и новые доказательства существования жизни на Марсе. Новые данные, собранные благодаря детальным наблюдениям марсоходов на поверхности Красной планеты, помогают ученым постепенно раскрывать тайны загадочного прошлого Марса. В итоге они однажды все же смогут выяснить, существовала ли там когда-либо жизнь. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока.